Всем доброго времени суток. В сегодняшней распаковке у меня будут игровые клавиатура с мышью и коврик. Этот комплект сделан так хорошо, что даже продуман до мелочей, и все же один недочет есть, и о нем расскажу по ходу выпуска. А ссылки на покупки найдете в описании, ну а я, пожалуй, начну. Вот упаковка не соответствует тому, что внутри. Если бы я смотрел только на упаковку, то содержимым не заинтересовался бы вообще. Китайцы любят все приукрасить, но вот комплектом из клавиатуры и мыши я остался доволен. Клавиатура полноценная, из 104 клавиш, из которых 12 мультимедийные, то есть выполняют и другие функции в комбинации с клавишей FN. Также на клавиатуре присутствует одна дополнительная клавиша для включения, переключения и отключения подсветки. Говоря о подсветке, она равномерная, нигде не заметно слабого свечения или пересвета. Подсветка из 3 цветов и регулировки яркости свечения. Вот это и есть тот маленький недочет, о котором говорил в начале. То есть клавиатура умеет подсвечивать только 3 цветами в статичном режиме и никакими другими режимами подсветки не обладает. Продолжительность нажатия клавиш, так сказать, срок полезного использования, 60 миллионов раз. Плетеный фиброкабель USB синего цвета длиной где-то 1,5 метра и довольно добротный материал клавиш и корпуса. Тип, как уже понятно, скелетон, сделан под механическую, и вес у данной клавиатуры 800 грамм, что довольно внушительно. А теперь вторая часть комплекта, и это игровая, как ее позиционируют продавцы, мышь с очень красивой формой. Вот тут упаковка уже соответствует содержимому, а содержимое стоит своих денег и внимания. На себе имеет 6 кнопок, из которых один для переключения режимов DPI и 2 Back и Forward для перехода вперед и назад. Также мышь обладает подсветкой, которая сама плавно меняется в цвета, которые имеются на клавиатуре, и тухнет в режиме бездействия. Помимо красивого дизайна, материал, из которого сделана мышь, тоже на отличном уровне. Это матовая пластмасса, глянец и нижняя подставка металл. Плетеный фиброкабель USB красного цвета, и так же, как и у клавиатуры, длиной в 1,5 метра. В руке сидит как настоящая игровая мышь, приятная на ощупь и не имеет никакого запаха. Такое ощущение создается, что фирма DB Power только вошла в рынок и, чтобы занять какую-то нишу, сделала качественный и красивый продукт. Let's go!
теперь я перехожу к последней распаковке, и уже не из этого комплекта. Это игровой коврик с довольно внушительным размером под клавиатуру и мышь. Размеры у данного коврика 30 см в ширину и 80 см в длину, и его хватает с головой. На ощупь сделан хорошо, не тонкий, как это обычно бывает, и не имеет неприятного запаха. Лично мне он понравился, жаль не покупал для себя, но после примерки его на своем столе мой коврик мне перестал нравиться. В общем, это были все распаковки на сегодня, и на этом мой выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.